Природа порой преподносит удивительные истории, которые заставляют по-новому взглянуть на отношения между человеком и дикими животными. Именно такая история произошла с обычной семьей, жившей в загородном доме вместе с маленьким сыном по имени Отто. Однажды отец семейства работал во дворе и заметил в траве слабого птенца-ворона. Малыш выглядел истощенным и беспомощным. Он едва держался на лапках, не мог летать и явно нуждался в помощи. Мужчина попытался найти поблизости родителей птицы или гнездо, но безуспешно. Вороненок остался совершенно один. Супруги связались со специалистами по реабилитации диких животных, надеясь получить рекомендации. Однако им посоветовали не вмешиваться и позволить природе идти своим путем. Для семьи такой вариант оказался неприемлемым. Они не смогли оставить беззащитное существо на верную гибель и решили взять заботу о нем на себя. Так в доме появился новый обитатель, получивший имя Рассел. Первое время уход за ним требовал много сил и внимания. Его регулярно кормили, следили за состоянием здоровья и помогали восстановиться после пережитых испытаний. Постепенно птенец начал набирать силы. Его перья стали густыми и блестящими, движения уверенными, а страх перед людьми исчез. Спустя некоторое время настал важный момент. Рассел впервые поднялся в воздух. Семья понимала, что ворон является дикой птицей и однажды может навсегда улететь. Однако произошло неожиданное. Получив возможность свободно летать, он не захотел покидать людей, которые спасли ему жизнь. Особенно крепкая связь возникла между вороном и маленьким Отто. Рассел буквально следовал за мальчиком повсюду. Стоило ребенку выйти на улицу, как птица тут же появлялась рядом. Во время прогулок ворон сопровождал своего друга, а во время игр принимал в них активное участие. Когда Отто играл в песочнице или возился с игрушечными машинками, Рассел приносил найденные во дворе камешки и складывал их рядом, словно помогая строить. Такое поведение удивляло не только родителей, но и всех соседей, которые наблюдали за необычной дружбой. Наибольшее впечатление производило доверие птицы к мальчику. Рассел позволял Отто гладить себя и спокойно находиться рядом, хотя дикие вороны обычно крайне осторожны и редко подпускают людей близко. При этом к другим членам семьи он относился значительно сдержаннее. Со временем ворон стал настоящим членом семьи. Он сопровождал Отто по дороге из детского сада, встречал его возле дома и внимательно следил за каждым шагом своего маленького друга. Если мальчик уходил в дом, Рассел нередко садился на подоконник и настойчиво стучал клювом по стеклу, требуя внимания. Иногда птицу впускали внутрь. Тогда она устраивалась рядом с ребенком на диване и спокойно проводила время вместе с семьей. Со стороны могло показаться, что это не дикий ворон, а домашний питомец, который просто любит находиться рядом с близкими людьми. Однако Рассел обладал не только добрым характером, но и отличным чувством юмора. Он регулярно устраивал забавные проделки. Особенно его интересовали пустышки младшего ребенка. Ворон терпеливо выжидал подходящий момент, а затем стремительно хватал добычу и улетал, вызывая смех у всей семьи. Не оставлял он без внимания и домашних животных. Рассел любил подшучивать над кошками и собаками, неожиданно появляясь рядом и мгновенно улетая, когда они пытались его догнать. Его выходки постоянно создавали веселую атмосферу в доме. Годы шли, но связь между птицей и семьей оставалась такой же крепкой. Рассел напоминал всем окружающим, что доброта способна творить настоящие чудеса. Если бы однажды люди прошли мимо маленького беспомощного птенца, они никогда не обрели бы такого удивительного друга. Эта история показывает, что любовь, доверие и преданность не зависят от вида или происхождения. Иногда достаточно одного доброго поступка, чтобы навсегда изменить чью-то судьбу и получить взамен гораздо больше, чем можно было представить.